Так, начали полог разматывать. Вот этот размотали. Я покупал 4 на 6. Вот так 3,90. Так не распаковывали. Резать так удобнее. Нам нужна высота 2,30. Ну, если распечатать его, резать потом фигово на всю длину. Так-то удобно очень. Ножницами взял, порезал. По-любому не 6 метров тоже. Это вот бич нашего времени, производители. Там заберут 10 сантиметров, там 15, типа ничего страшного. Ну и вот мы старый полог наш подоставали, там он кунг был накрытый. Будем его добавлять. Да, с обрезков хватит. Вот. Стенка у нас 3,61. Ну вот, грубо говоря, 4. Ну, загиб еще. 4 метра. Каждая, вот 12 метров нужно. Каждую стенку. Высотой 2,30. Ну и все, и засыпаем чем только можем. Сейчас померяем, там вообще 4 метра. Все, сейчас можно померить. А нет, так-то длинный. А у нас рулетка вообще сколько? Ну тут еще поверхность неровная, как бы. Вот так примерно. 5,80. Ну, везде позабирали, короче. Объем работы на сегодня. Нужно крышу нам сделать. Остался со мной Андрюха. Вчера приехали местные ребята. Жека поехал на рыбалку с мужиками, а Толян ночью проник в ларек, поэтому ему сейчас не здоровится. Вот. Поэтому Андрюха вызвался помочь. Так, ну да ладно. Прибили брусочки такие. И сейчас будем потолочек накладывать. Почему снизу, а не сверху? По одной простой причине. У нас в этом, при таком способе, у нас намного больше утеплителя будет. То есть опилок. И будет. Вообще амшаник очень теплый будет. Это 100%. Тут об этом мы хорошо позаботились. Можно было сверху доску накладывать, но при этом способе у нас всего сантиметров 15 опилок. А так все 30, а может и 40 получится. Все, сейчас самое главное, первую доску пристрелять пошире, как можно плотнее. Это мы по этой примеряемся просто. А сейчас дюймовка пошире будет. Туда загоняем как можно плотнее. И все, и дальше пойдет все гораздо быстрее. Вот уже принесли доску. И снизу еще будет ЛДСП листы. Сверху будет ветропарозащита это. И уже сверху будут насыпаться опилки. Ну и все. Так, все, на рыбалку пацаны собрались. Я говорю, сегодня не смогу, надо доделать амшаник. Они говорят, давай будем помогать. А вечером толпой поедем на рыбалку. Вчера камера села, не заснял. Весь день вчера работали без перекуров, без перекусов, без ничего. Подгонка так, времени что-то. Думал, быстро накидаем потолок, что-то нифига. Так, вот сейчас у нас проблемы с этими листами вот ЛДСП. Из-за того, что у нас стены
выставлено не, ну, не ровно, не квадрат, допустим, не прямоугольник, а он параллелепипед какой-то. Ну, из-за этого листы у нас как бы пляшут. Будем накладывать так, как есть, ну, не резать их, ничего. Углы будут вот такие, а здесь сейчас бруски набьем. И все, короче, как плинтус будет. И засыпаем сейчас часть, ну, распределяемся с мужиками. Кто вверх засыпает опилками, кто здесь. И делаем крышу. А то уже мороз, не успеваем. Вчера не очень быстро работа шла. Ну, Толян потом присоединился, чуть-чуть ускорились. Но амшаник будет теплый, прям хороший. Вот так. Точно? Вот. Так. Давайте короб. Наоборот, надо развернуть. Надо было к нему эти куски прикрутить. Да мы понимаем это, занимайтесь там своим. А, ты сюда нос суешь, да? Да. Че, я думаю, повыше его надо, да? Чтобы он, ну, с антов, наверное, 7 торчал. Вот так снизу, да? Ты лежи сейчас снизу. Ну да, вот как-то. Вот так вот. Вот так. Тихо, тихо. Да подожди, сейчас наш воля пихайте. Да опускай же, сейчас потом подрегулируешь. Там надо смотреть. Чем мы занимаемся в жизни? Ну, говори. Вот он веселый. Пределе хоть сегодня. Молодец. Заставили по холодной. Заставили его, заставили. Иначе не нальют. Чика удачи не будет. А где этот наш? Там надо сейчас дальше. Все, все. Я тут не бегу. Лишь бы на жопу хватало. Пирамиду тут понастроили. Не, на вас надо. О, у нас дома. Что там? Смотрите, что там. Что, плоскость? Да охрененно вообще. Видишь, я потом. Андрюха, улыбнись. Толян, а где у нас веревка эта с этими клеммами? Веревка, ну веревка. И Антоха ищет. Добрался до бесплатного, Антоха. Сейчас тут все снимет. Как-то так. Вот. Улик строим. Улик.
Это для вас подписчики. 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 Блядь. А вот у нас тут скромный стольчик. Такой потихо. Улыбнись. А вот Алексей тут. Вроде все работает пока. Фантазер. Улыбнись, Алексей. Короче, пойду я дальше снимать, сейчас приду. Это Анатолий. Опа. Чик. Это у нас обед. Ну как-то так. Вот Алексей тут. Зачинщик все этого. Должны были на рыбалку, да, идти? Ну и ладно. Мазал. Завтра пойдем. Ничего страшного. Ха-ха, колпачок. Во, Ого! повтори. Так а что, если мы на это, на 2 бревна дюймовку нашьем, да и все? Вот. А, ну можно просто сюда будет насадить. Строим улик. Почти построили уже. Осталось чуть-чуть. Все, не будем. Блядь, я бы напился, ну что, ты подпишешь? Да я бы сам был бы пчелой, уже жил бы в этом доме. Че ты, а где я тебе возьму новое масло? Пчела. Дай. Масло. Дай. А че ты возмущаешься? Да у меня отработки 200 литров есть. Какая разница, что будет цепь смазывать? Она потом Дали. черная как была бы, это там Не, копченый. насос забивается. От отработки, да? Если не бутылку не болтать, когда вот идешь. Видели тип там на коротких роликах, он с бутылками вот так вот с этими мотылял, шел с 2 пива. Ну. Вот если так отработку не тащить, то она еще ничего. У нас уже она Что оно, отработка? месяца 3 стоит, представь, в контейнере. Все включено, минуты 20. Все, это же прямой эфир. Я тоже рабочее место поснимаю. Вот они тут. Откололся. Вот они, красавцы. Все, Не, мучаемся. помогли здорово, если честно. Мучаемся, да? Хоть тут и потихонечку Приехали на расслабляются, рыбалку, блядь, сказали, отрабатывайте стояли. но это, помогли. Слушай, отойди это самое, Андрюх, от антенны. Сейчас ты ее заденешь, это будет просто катастрофа.
бутылку Антенна, да, ее, блядь, тоже знаю, такая херня. Сегодня нормально поработали. Вот Алексей. Инженер, строитель, Самоучка. самоучка. Так, что надо купил? Вот так-то вообще все классно получается. Вентиляция там. Собака спит. Вон Толяныч. Вот они где они, вот они. Сандали клеим. Сандали клеят. Сколько сандали отлетели, блядь. Бродни, бродни. Блядь, у вас и второй раз, блядь, жгу как не в себя, блядь, туда. В прошлый раз тут постоянно валялся, блядь. Тут там, тут, блядь. И в этот раз опять. В прошлый раз приехал здесь. Я сама серьезно. Вот так, правильно. Веселые, говорит, заехали. Пили. Да, Блядь, пока не лежат. уже завалено, заваливайте в середину. Да, это... Ее, да, на подраму. А вот, послушай. Вот так, вот он, вот. Пили прям вот так. Давай. Да две не получится, говорю. Пили. Я сейчас одну распилю, потом одну подвинем. Давай, Зиду. Антоха блогер. Давай, прогоню. Там так. Там в шоке, Четко. Я говорю, надо было сразу две ебашить. Не, видишь, когда две пилишь, она Андрюшка. Женька. Толщину шины зазор получается. Да. А вот сейчас, Лёшка. да, сейчас получается раз прошлипал. Да. Все. то бишь Как так, раз так. сантиметр, который был. Нет, почему? Сюда, это, Стоп! Хули ты рассказываешь? Андрей, смещай. Два реза. А вот, подожди, где? Вот сучок, вот. Вот. Ну, все. Так где-то должно. Вот так. Строители, инженеры. Хорош. Давай, второй. Второй, да. Хорош. Ну, да, килограммовый, да? А, 800. Так, ну и что? Все? Недельную работу за вас сделали. Ну, короче, я-то всех снимаю, но меня-то тоже можно снять. Антох тоже здесь присутствует по этих. Нравится ему эта тема, смотри. Так, ну и что? Улыбнись, теперь надо покушать. Видал, как я тут? Сейчас я буду кушать. Сейчас меня покормят. Кашу, кашу. Сейчас человек 20 напишет, что Антоха в шапке за столом сижу.
Антоха еще тут тоже. Любители, да? Нет, там по-любому. Мы на рыбалке. Пацаны говорят, поехали, еще 2 часа есть. Поехали на рыбалку, на вечерний клев. Все, друзья, рыбалка закончена у нас. В этом году рыба спустилась. По 3 рыбки поймали и все, выходим на дорогу. Что-то типа того, да? Вот тут получше, да, уже пошло. Можешь еще перезакрутить немного. 2 щелчка. И вид по расстоянию подальше берешь, но получше получается. О, вот так вообще. Ага. Ну и баллон еще нагрели, как бы хорошо. Вот там и написано в инструкции, что он должен при температуре Я читал. 18-20 градусов 12 часов, а у нас что он? Вот в воде то, что отошел сейчас. Это сейчас подсохнет, вот эти стыки тоже зафигачить. Ну, чтобы щелей не было. Она же еще как звукоизоляция идет, понял? Она плотная. Ну, это, я примял там. От нее, ну, как бы и звук, то, что по крыше там что-то будет. Ну, а хотя, что они тут только зимой, там по крыше только снег может быть. Мы, получается, нарушаем сейчас технику безопасности. А когда мы ее не нарушали? Это вообще ничего не построишь, ничего не сделаешь. Инструкция нужна для того, чтобы ее нарушать, да? И что, если что-то получилось не так, прочитай. Ну. Что мы сделали не так? Давай почитаем, что там в инструкции написано. Все. Весь баллон. Ну да, но тут он на 1 метр квадратный идет как бы. Ну вторым слоем уже как бы, ну потолще. Ну, уплотняться будет. Ну. И вести надо, понял, на себя. То есть ты не толкаешь, а ты ее срезаешь потом. Ну, следующий слой. Ты, получается, ну вот отсюда взял и сюда повел. Я вот здесь вот такое же расстояние держал. Может поменьше. Чем надо. выше, тем она, ну, Ну, распрялась. распыляет Да, больше. Короче, приноровиться можно, я думаю. Ну, ничего как бы такого тут сверхъестественного нет. Но зато она забивает все вообще. Вот, ну, куда ты простой пеной не подлезешь, она вот этой струей забивает. Ну, плюс звукоизоляция еще. Сейчас погреется. Пчелы очень сильно. Ну вот как бы звукоизоляция, это как бы, ну, очень важно. Так что лучше сделать вот этой пенкой. Ну там и опилки, как бы, я не думаю, что там. Да нет, конечно, все равно.
Ну, лучше сделать, чтобы прям как термос тут все было. Они же сами по себе тепло вырабатывают пчелы. То есть, если было бы здесь 50 пчелосемей, то температура держалась бы более высокая. Конечно, 17 семей это... Так они как зимой вообще в улике? Они в клубе, да, они в клубе. Вот у них есть рамки, допустим, кормовые, и у них клуб равномерно смещается по этим рамкам. Где хавчик есть? Ну, они равномерно его вырабатывают, они нигде попало его жрут, там одна там, другая тут, они идут. И плюс у них пчелы, вот которые внутри клуба, они меняются потом местами, которые на внешнем, радиусе там, да. То есть те погрелись внутри, клуба температура потом, которые замерзли, говорят, слышь, Вась, давай, двигайся. Раз они подвинулись, все. Такая движуха. И, если клуб не туда куда-то пошел, они потом ему уже не вернутся. Бывает, что и корма остались, все, а клуб уже не туда пошел, и они могут это голодать, короче. Как-то про пингвинов смотрел. Те тоже, короче, стадо сбивается, там губка, их хуй знает сколько тысяч. И вот они круговоротно. Кто в середине погрелся, потом на выход на улицу. Такая тема. Ну да, у них просто мед не такого пингвина. Да. Фантазер! И удержался все-таки, да? Так, такой объем работы у нас выполнен. Я не знаю, вчера Антоха вроде как пытался снимать. Включена камера была, не включена, но он с ней бегал, как бы держал, что-то комментировал пока. Я потом уже я при монтаже уже потом посмотрю, было там что-то записано, нет. Так, установили печь, сушим все. Очень важно высушить нам как можно сильнее полы, чтобы меньше влажности было. Вот. И будем напыляемым утеплителем утеплять потолок. Он и как звукоизоляционный слой идет. И плюс какие-то стыки, углы, он все это запенит, зальет. В общем, будет все очень герметично. Где простой пеной не получится подлезть, вот можно с помощью напыляемого решить эти задачи. Я думаю, будет очень теплый амшанник. Не думаю, а уверен просто в этом. Неплохо так сидели, да? На твой раз уже видать, что. Ага. Она сейчас еще расширится. Так, и что, где дальше? А вот справа. Тут где-то? Брусок, на второй раз. Ну вот, уже лучше, да? Ну вот вообще классно получилось, да? Видать, что тут регулируешь быстроту вот этого, передвижения. И слой такой, ничего получается. Все уже. А вы меня не потеряли. Тихо, сейчас в пене будешь. Кончается, да? А вы меня не потеряли? Вот, короче, как-то получается так. Вот, смотрите. Вот, не знаю как, то это как-то так. Вот Андрюха. Вот еще один Андрюха. И вот Андрюха. Ну а тут с ними Антоха еще.
Друг алкашка, да? Не, ну... Не, ну просто мы любители отдохнуть. Все уже поняли, что ты любитель. все потухло, резко закоротило, панелька засверкала, замигала, и все, я остался без электричества. Мотор работает, если заглушу, я его уже все не заведу. Что-то перегорело. Может быть замок, может еще что, не знаю. Сейчас или останавливаться, искать где коротыш, или ехать так, одеваться тепло и ехать. Печка не работает, ничего не работает. Горный тормоз тоже не работает. Сейчас ребят догоню, посмотрим, какое решение примем. Скорее всего, поедем так. Электрика у нас нет с собой. Если только где-то найдем на поверхности. Короче, задрали кабину, посмотрели. Коротыш не нашли нигде. Вот это напрямую подогреватель, он от аккумулятора напрямую. Масса отгорела, аж расплавился провод. Пока светло, поедем. Я вон сапоги одел, потеплее оделся, поедем. В общем, по световому дню мы не успеваем выехать, а на трассу я без света не выскочу. Можно, конечно, тут остановиться, искать это все.
силовой кабель этот от аккумулятора, смотреть, куда он идет там на стартер, где замкнуло. Но мы очень много времени потеряем, а мужикам до Хабаровска ехать, им завтра рано утром на работу. Так что, скорее всего, сейчас где-то я поставлю под гору старушку и утром поеду забирать. Вот. Ничего какой-то большой беды не предвещало. Ехал спокойно, музыку слушал. И у мужиков с проводкой тоже беда. Все там что-то искрило, тепловое реле выбивает. Где-то нас нормально расчесало. Какая-то коряга в одном месте, может даже. Этих мест сотни. Еще и пурга какая-то метет. Ничего не видно. В общем, заколхозили мы тут фонари, повесили на дуги, на наши, на каркас. Примотали, пауэрбанк вывели в кабину. Ну, как-то так вот поеду. Ну, видно хоть чуть-чуть. А то вообще ехал, ничего не видел. На трассе придется сзади фонари тоже вешать, чтоб не догнал никто. Повесил свой фонарь Армитек, а он от пауэрбанка не работает почему-то. Ну, то есть он заряжается только когда в выключенном положении. Он не работает от внешнего источника питания. А обычный вон китайский фонарь работает. Ну, в общем, с песнями и плясками от мороза доехали вроде до трассы. Сейчас осталось речку переехать и все. Мост у нас тут развалился. Приходится вброд. Вот колеса помыть. Вот если ехать справа, там глубина метра 4, наверное, 5. Многие не знают, едут прямо и топят машины. Много уже народу пострадало. Самая подходящая погода, чтобы коробки жечь пустые. Так, шишига, как обычно, ранена, но не убита. Парковались, доехали на фонарях. В общем, как-то так. Ладно, друзья, берегите себя, близких. Всего доброго.